Они живут сами. Яйца полезные. Это выгодно. Иди гуляй. А здесь у них мне задавали вопрос, убираю я в вольере когда-нибудь или нет. Обязательно убираю в вольере. У меня есть такой чудесный препарат грабли, веер и все, что не доели куры, то есть когда я высыпаю зеленую траву, вот такие вот палки с бурьяна. Все это я сгребаю периодически, я это все всегда вам показываю. Но я хотела вам показать не это, а вот такую красоту. Многие мне написали, что индюшат срочно нужно переселять и более свободное место, потому что индюшата в тесноте будут плохо расти. Поэтому вот такой прекрасный домик отдаю пока для индюшат. Ну, а фавероли у меня переезжают в другое место. Куда? Сейчас обязательно вам покажу. И, конечно, как назло, хотела вам показать вот это яйцо фаверолей нашла под этим домиком. То есть фавероль, курочка, начала нестись. И как раз вот переселение происходит. И, естественно, эта курочка может опять перестать нестись. Но индюшат нужно срочно спасать. Помещение, в котором они жили, это очень-очень тесно им. В вольере сидят цыплята. Сегодня я здесь полностью перекопала весь вольер. Почему? Потому что рассыпанный комбикорм, который вокруг кормушки, он превращается в плесень. Он плесневеет и становится источником инфекции. Ни в коем случае цыплята не должны кушать комбикорм с плесенью. Так как этот выгул для цыплят находится на улице, и, естественно, здесь бывает и дождь, утренняя роса, и когда у нас вместо подстилки здесь просто земля, то когда рассыпанный комбикорм попадает на пол, он очень быстро портится и плесневеет. Поэтому весь вольер я перекопала, и так я делаю периодически. Начинаются у нас чаще всего дожди, и красота меня здесь в данном случае не интересует. Мне главное, чтобы в вольере у цыплят было как можно сухо. Поэтому сверху вы можете видеть, я закрепляю клеенку. Вот эта клеенка будет служить им укрытием от дождей. Как для летнего выгула, это, особенно летнего выгула, это подходит. Ни в коем случае в таком выгуле осенью и ранней весной цыплята содержаться не должны. Вот только летом, когда у нас ночью тепло и днем тепло, то вот для цыплят это в принципе нормальные условия. Но для ночлега у них есть небольшое укрытие. Вот небольшой там домик, в котором они сейчас и спрятались. Вольер перекопала.
чашечные поилки обязательно промываю каждый приезд и добавляю корм. Все. И контролирую, чтобы у меня этот вольер был закрыт. И когда я уеду, никто не смог отсюда выбраться. Ну, а теперь покажу вам фавероля. Фавероли у меня переехали в третий вольер. Сделать это получается очень легко и просто, потому что здесь, в этом вольере, петушков нет. Соответственно, драк никаких не будет. Главная проблема перемещения кур и петухов по вольерам – это проблема петухов. Петухи очень конфликтуют друг с другом, и поэтому желательно петухов соединять, когда они маленькие, когда они цыплята. Или в подростковом возрасте. Когда это зрелые петухи, в данном случае этому петуху год, естественно, начинается конкуренция и начинаются драки. Поэтому оптимальный вариант – петушок переехал сюда. Здесь петухов больше пока нет. Индюшата теперь находятся в вольере, где были фавероли. Здесь им теперь просторно, хорошо. Они теперь могут гулять на солнышке, на дневном свете. Это очень важно для индюков и для формирования костей, потому что кость у индюка должна формироваться крепкая, потому что сам по себе индюк тяжелая птица, и эта кость должна выдерживать очень тяжелую массу. Поэтому обязательно открытый солнечный свет должны получать индюшата. Конечно, в таком вольере индюшатам гораздо лучше, чем в закрытом помещении.
трава для индюшат. И теперь у них травы будет всегда очень много. Представляете? Вы такого не представляете. У меня серая курочка, которая высидела вот этого цыпленка, опять села на яйца. Смотрите. Смотрите, картина маслом. Она опять заквахтала. Она снесла буквально, ну, наверное, 2 недели, где-то яиц 14-15. И все. И все, зов природы. Вы видите? Вот так, вот. Смотрите. И невозможно ее поднять. Она все. Она села на яйцо. Вот. Август месяц. Что мне с тобой делать? Что мне с тобой делать? У тебя еще малой, которого нужно воспитывать, а ты уже села опять на яйца. Вот такие эти шелковые курочки. Отличные квочки. Отличные. Посмотрите. Они за лето могут 3 вывода сделать. 3. Главное яйцо. Вот. Все, она хочет сидеть, и ты хоть что ей делай. Я уже ее снимаю с яйца третий раз. Да, 3-й раз я ее снимаю. И все равно походит и садится, идет на яйцо. Ну, конечно, когда я соберу это яйцо в ведро, яйца не будет. Яйца там не будет в ящике. И я надеюсь, что она передумает. Вот видишь, ты хотела пить. Говорите, говорите, а я пойду и сяду на яйцо. Надо идти брать ведро и собирать яйца. Интересно, когда не будет в гнезде яйца, как она себя поведет? Иду собирать яйца в курятник. Бункерные кормушки еще не проверяла. Соберу сначала яйца. Куры живут у меня на даче. Они живут сами. Я приезжаю ухаживать за ними, насыпать корм, поменять воду и собрать яйца. Кушают у меня куры из бункерных кормушек, в которые можно 1 раз засыпать зерносмесь. Вот так вот кушают мои курочки из бункерных кормушек. Кушайте, кушайте, девочки. Продолжайте. А я тихонько соберу яйца. Что у нас тут? Что у нас тут? У нас тут красота. Кто-то меня просил показать яйца сверху. У меня есть вот такая вот крышка, которую тоже можно открыть. И вот смотрите, вот так вот выглядят яйца в этих гнездах сверху. Но я, как правило, этой крышкой не пользуюсь, потому что во время сбора яиц
Какие-то курочки заходят в гнезда, какие-то выходят. Поэтому, чтобы им не мешать, я вот так вот себе сбоку аккуратненько собираю яйца. Ну, а вот так вот подкатываются яйца с каждого гнезда. Здесь у меня 4 гнезда. И они вот так спокойно подкатываются и собираются. Мне очень интересно, конечно, за сколько дней заполнится бункерный яйцесборник. Интересно, на сколько дней. Но это, конечно, в зависимости от того, сколько куры несут яиц. Куры несут яиц по-разному, потому что у меня разновозрастные курочки. Они неравномерно несутся. Кто-то несется, кто-то отдыхает, кто-то совершенно не несется. Но мне эта курица очень нравится. И она будет жить столько, сколько захочет. Поэтому я не считаю процент яйценоскости. Выгодно, невыгодно. Мне выгодно в любом случае яйцо натуральное, без химических добавок, без кормовых добавок. Курочки у меня на чистой зерносмеси, поэтому это самое полезное яйцо, которое я могу получить только собственными руками, держа курей. Поэтому яйца полезные, поэтому яйца без химии и без каких-либо добавок кормовых. Поэтому в любом случае это выгодно. Снесла яйцо, и сейчас она пойдет кушать сразу. Собираю яйца. Особенно осенью курочки кушают с огорода всю некондицию. Что-то, то, что не годится на хранение, мелкое. Все это они утилизируют. И когда курочки кушают еще какие-то добавочные корма в виде вареной мелкой картошки, то, естественно, потребляют зерносмеси меньше, чем обычно. Вот такое шоколадное яйцо у меня несут не только курочки марана, но и помесные куры с петухом мараном. Имея петуха марана, можно получить курочку, которая будет нести вот такое шоколадное яйцо. Твердая скорлупа яиц. И чтобы вы подумали, вот эту курочку, которая здесь сидела квочка голошейка, я все-таки дала ей 5-й раз шанс. Я, конечно, этого не снимала. Я сделала гнездо, как всегда, 2 яйца и вперед, и с песней. Закрыла ее, приезжаю сегодня. Нет, не надейтесь. Она не сидит. Нет, она хочет в гнезде сидеть. Она на яйцах этих на 2. Нет, не сидит. Она сидит рядом на полу. Поэтому эта курочка-квочка теперь у меня гуляет за вольером курятника. Это самый лучший способ отучить квочку
сидеть в гнезде и ждать яйца. Посидит за вольером, походит там, где яиц нет. Я ей поставлю кушать, пить. И она так посидит пару дней. И она переквокчет, это 100%. И тут 2 яйца. И я уже знаю, кто несет в это гнездо яйца. Это черная курочка у меня есть с большим листовидным гребнем. Это она несется в это гнездо. Вот курочка, которая несет шоколадное яйцо. Индюкам насыпала немножко сверху комбикорма, а здесь у них зерносмесь, которая была у фаверолей. Пусть они немножко и то кушают. А это яйцо фавероли я здесь оставляла, поэтому я забираю. Это я нашла под домиком. Курочка фаверолей снесла опять яйцо. Ну вот куда мне еще цыплят? Вы не знаете? Куда цыплят? Скоро снег уже будет. Куда ты уселась? Ну вот что мне с ней делать? Наверное, не буду я. Еще немного размышляла, конечно. Может быть, положить ей яйца под нее. Давай. Где ты дела яйцо? А где яйцо? Я не поняла, где яйцо? Все, яйца. А, вот оно. Есть. Если бы я знала, что в этом яйце уже есть оплод, то можно было бы, конечно, из ведра каких-то штучек 10 добавить. И пусть бы был шелковый цыпленок. Но меня смущает то, что это будет конец августа. Все. Закрываю сезон инкубации. Иди гуляй. Хочется, но нужно остановиться. Хватит.
Для индюшек принесла яблоки, собрала. Все перестелила, убрала у них здесь. А этот вольер пока будет открыт для того, чтобы курочки могли на насестах ночью сидеть, ночевать. Одно индюшиное есть и в желтке. Уже что-то здесь скушали. Конечно, съели. Видите, все яйцо в желтке. Вот такие обычные гнезда, конечно, ненадежные для хозяйства на удалении. Хозяйство, которое находится на расстоянии и в которое приезжают раз в несколько дней. Все, яйца собрала. Молодцы, курочки. Покажу вам немножко этих цыплят. Ну, конечно, сразу комбикорм кушать бежит. Растут. У цыплят все хорошо. Убрала я уже у них подстилку. Пусть сидят на сеточке. Так будет лучше, потому что и с точки зрения гигиены, и с точки зрения, как вам сказать, меньше контакта с пометом, тем лучше. Все у них отлично. Брудер — это отличная квочка. Все у них есть: тепло, вода, комбикорм в кормушке. Сколько хочешь, кушай. Вот такие красавчики. Индюшку убрали, как я и обещала, но, к сожалению, забыла взвесить. Ну, думаю, килограмм 10 она была, тем более, что она у нас была на комбикорме, сидела с индюшатами. Решили ее сразу разобрать, чтобы дома этим уже не заниматься. Помидоров наспела. Вся теплица красная. Сейчас как раз самый пик поспевания помидоров. Я, конечно, не дожидаюсь, когда все помидоры поспеют, а рву по мере созревания.
Вот сейчас все помидоры, которые уже красные, я все буду сейчас срывать. Это дает возможность и силы отдать все соки помидорам, которые еще зеленые. Которые полностью поспели прямо на стволе помидора. Это невероятно вкусный помидор.
теплице сейчас основные работы — это сбор урожая. И обязательно прорезаю проход. Вот проход у меня должен полностью быть свободный, чтобы здесь была хорошая вентиляция, чтобы хорошо проходил воздух и ни в коем случае не задерживалась утренняя роса. Уже сейчас ночи становятся холодные, и разница температуры днем и ночью большая, поэтому утром мы можем наблюдать небольшие капельки влаги. Это губительно для помидоров, поэтому обязательно прорезаю вот такой проход. И между рядами немножко тоже вырезаю листья, чтобы здесь тоже было хорошее проветривание, чтобы каждый куст как бы отделялся от соседнего куста. Но ни в коем случае не вырезаю все листья. Обязательно помидор должен быть с листьями. Частично вырезаю. И вот смотрите, хотела показать вам гиганты. Гиганты помидоры. Тот, кто смотрит мой канал давно, знает, что это германский тидвелл. Они вот растут такие огромные. И это при том, что ничем я не удобряю, ничем не подкармливаю эти помидоры. Вот такой вот создан огромный помидор. Это такой сорт. Это не гибрид, который из года в год передает все свои вот такие свойства гиганта. И такие помидоры у меня каждый год. Семена этих помидоров я собираю сама. Вот так вот хорошо проветривается теплица. С одной стороны дверь всегда открыта. И с другой стороны тоже дверь всегда открыта. И вот такой вот сквозняк, проветривание, это сейчас очень необходимо для помидоров. Для помидоров, когда они начинают спеть и уже начинаются прохладные ночи. Листья, все, которые я вырезаю, я обязательно выношу. У меня есть под забором одно место, куда я все эти листья складываю. А потом осенью, когда убираю весь урожай с огорода, я их выношу на центр огорода и сжигаю. Перец Геркулес в рекламе не нуждается. Огромный перец, уже здесь рвали. И сегодня тоже буду вырывать весь красный перец. Огромный, толстостенный, сочный. В общем, все, что только можно сказать хорошее, это перец Геркулес. Это следующий ряд. И здесь уже где-то штук 5 вырвали на одном кустике. И вот смотрите, уже сверху этого куста огромные перчины уже. Геркулес в рекламе не нуждается. А вот это, посмотрите, чудо какое. Просто огромный перец. Вот моя рука. Обязательно надо его срезать, чтобы дальше рос еще перец. Еще хочу показать тоже очень хороший сорт. Этот сорт называется Драгони. В этом году я сажу его впервые. Огромные перчины. Вот. Огромный перец и очень высокий.
очень высокие кусты. Перец Оранж Босс. Амарок не выдержал такой тяжести огромной и лег отдыхать. Амарок. Огромный перец. Вот такой. Геркулес. Драгони. Ого! Красивый. Бачата. Огромный кубовидный. Хотела вам показать. Очень мне понравился вот этот помидор. Вот этот помидор мне очень понравился. Посмотрите, какое количество помидоров и какие они красивые. Посмотрите, какое количество помидоров. И какие они все красивые, ровные, одинаковые. И сколько еще сверху зеленых. Вот сейчас я рву эти помидоры, хочу вам показать. Посмотрите, какой он огромный. И они все такие красивые. Плотный, ровный. Смотрите, как окрашенный. Это мохитос. В открытом грунте мохитос ведет себя отлично. Прекрасный помидор для открытого грунта. Вот такой вот красный, большой. Ой, как его тут зажало, как бы его отсюда вытащить. Смотрите, какой. Просто обалденный помидор. Мохитос. Очень много их. Вот, надеюсь, видно. Куст высокий, в открытом грунте. Ну, 1,60 м уже есть. Вот такой он. Очень хороший, урожайный. И главное, что помидоры все одинаковой величины. И думаю, вам интересно, что вот это за помидор. Это бабусин мед. Вот. Тоже посмотрите, сколько их много. Это один куст. Бабусин мед.
Гаргамель. Сейчас как раз пик созревания ежевики. Очень много ее. Вот. И сейчас это все. И сейчас это все нужно оборвать обязательно. И вот здесь очень много веток. Вот ежевика очень любит вот так вот, чтобы свисали вот веточки. И ни в коем случае не нужно их поднимать и закреплять. И тогда, если поднять ветки и закрепить наверх, то они засохнут и пропадут. Это я уже проверила 2 раза. Ежевика вот так вот любит, чтобы все веточки свисали. И вот как она легла, так она пусть и лежит. Это более крупная вот такая ежевика. Вот. Торн Фри. Тоже уже очень много ее. Вот так вот она любит свисать. И поднимать эти ветки я не советую. Иначе они начнут засыхать.